Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Есть в мире развлечений человек, чье появление всегда заставляет время замедляться. Кто-то, кто непостижимым образом способен заставить миллионы людей на мгновение остановиться ради одной улыбки, одного взгляда или одного крошечного момента, который для других мог бы показаться совершенно обычным. Этот человек — Ким Тэ-хон, V из BTS. Не просто мировой идол, а феномен, который трудно описать словами. Каждый раз, когда его имя появляется в ленте, по сердцу словно разливается тепло. Каждый раз, когда его лицо мелькает на экране, возникает странное, но приятное чувство спокойствия. Неважно, это случайная фотография, двухсекундный видеофрагмент или простое послание от него. Тэ-хон обладает удивительной, почти загадочной способностью трогать души людей, не произнося ни слова. В нем есть мягкая аура, которая не требует внимания, но заставляет каждого обернуться, словно по невидимому зову. Многие артисты умеют впечатлять, многие звезды знают, как оказаться в центре внимания, но очень немногие способны коснуться сердца одного лишь присутствия. Именно это делает Тэ-хона таким особенным. Ему не нужно кричать, чтобы его услышали. Ему не нужно сиять ярче всех, чтобы его заметили. Он может просто стоять, смотреть своими глубокими глазами, и мир сразу понимает, в нем есть что-то необыкновенное. Харизма Тэ-хона не артифициальна, она не является частью сценического образа или маркетинговой стратегии. Она рождается из его настоящей сущности, из того, как он тихо смеется, как мягко говорит, как внимательно слушает других, и даже из того, как он просто стоит, ни о чем не напоминая. В его присутствии есть спокойствие, которое странным образом успокаивает всех вокруг, словно он обнимает мир без слов. И, возможно, именно здесь начинается ответ на вопрос, почему Тэ-хона так любят. Не только из-за его красоты, не только из-за его теплого голоса и не только из-за популярности. Любят его за то, что он несет в себе того, чего не может создать индустрия развлечений – редкое, но бесконечно притягательное тепло. Есть множество великих артистов, но очень немногие способны заставить мир остановиться ради одной улыбки, одного фото или одного краткого появления. Среди этих имен есть одно, которое неизменно трогает сердца миллионов. Ким Тэ-хон, V из BTS. Он не просто идол, стоящий под светом софитов. Он явление, человек, который пересекает границы культуры, языка и времени и остается тихо, но твердо в сердцах тех, кто его любит. Для многих любовь к Тэ-хону – неосознанный выбор. Это чувство, которое приходит незаметно, мягко, но затем остается навсегда. С самого начала в нем было что-то труднообъяснимое, но легко ощущаемое. Его аура особенная, не созданная камерой и не выученная на репетициях, а естественная, настоящая. Его взгляд твердый, но мягкий, его улыбка проста, но успокаивает. Его манера держаться сочетает в себе странную смесь тайны и уюта. Он не пытается очаровать, и именно поэтому очаровывает так сильно. Среди тех, у кого энергия яркая и взрывная, Тэ-хон похож на тихий вечерний ветерок, мягкий, спокойный, заставляющий остановиться и просто дышать. Но его притяжение не ограничивается внешностью. В голосе Тэ-хона есть нечто по-настоящему незабываемое. Его глубокий баритон, теплый, редкий и насыщенный, не просто звучит, он вызывает эмоции. Кажется, будто он рассказывает свою историю каждым звуком. Его голос стал для многих поддержкой в самые одинокие моменты, в тоске, в усталости, в тишине. Многие говорят, что голос Тэ-хона обнимает, даже когда мир слишком громок и тяжел. Его красота часто становится предметом обсуждений, но дело не только в этом. Его внешность не создает дистанции, наоборот, притягивает. Он красив, но не пугает. Он харизматичен, но не высокомерен. Он элегантен, но умеет смеяться так чисто и искренне, будто перед вами не мировая звезда, а мальчишка, радующийся простым вещам. Именно гармония между внешней притягательностью и внутренней мягкостью делает его образ таким близким и теплым. Но главное – это его характер. Тэ-хон не стремится говорить много, но каждое его слово создает ощущение уюта. Его тишина не холодная, его присутствие не навязчивое. Он никогда не пытается привлечь внимание, оно приходит к нему само. Он говорит мягко, честно,
по-настоящему. Он ценит моменты тишины, простые радости и искреннее общение, как будто именно это для него самое дорогое в жизни, полной шума и хаоса. Он обладает добрым сердцем, а маленькие проявления заботы говорят о нем больше, чем любые громкие поступки. Истории от сотрудников, случайных людей или тех, кто пересекается с ним хоть раз, раскрывают одного и того же Тихона – вежливого, внимательного, честного. Он тот, кто склоняет голову, проходя мимо персонала, кто держит за руку участника группы, если тот волнуется, кто останавливается, чтобы улыбнуться фанатам искренней, теплой улыбкой. Такая доброта не разыгрывается, она может исходить только от человека с действительно теплой душой. Как художник он тоже по-особенному чувствителен. Он любит искусство глубоко, почти интимно. Его фотографии наполнены тихой, босерой грустью. Его песни — это всегда теплые, мягкие эмоции, рожденные из воспоминаний и чувств, которые сложно выразить словами. Он видит мир иначе. Он замечает не только большое, он видит малое, простое, то, что другие бы не заметили. Когда он делает снимок, кажется, будто можно почувствовать воздух этого момента, услышать его тишину, ощутить его настроение. Его художественная душа — это еще одна причина, почему его любят так глубоко. Но самые трогательные моменты происходят в его отношениях с фанатами. Он не просто говорит, что любит армию, он показывает это бесчисленными маленькими жестами. Он выходит в прямой эфир только для того, чтобы убедиться, что его поклонники в порядке. Он спрашивает простые, но важные вещи. «Вы поели?» или «Вы счастливы сегодня?» Его слова не громкие, но такие личные, что создается ощущение, будто он обращается к каждому по отдельности. Его связь с фанатами — это не отношения звезды и поклонников, это отношения двух сторон, которые поддерживают друг друга. Его искренность, открытость и редкие моменты уязвимости только усиливают это чувство близости. Он не пытается быть идеальным. Он тоже человек, который иногда грустит, устает или сомневается, и он не скрывает этого. Его слабость не кажется слабостью, это его смелость. Смелость оставаться мягким в мире, который слишком часто требует быть жестким. Он показывает, что уязвимость – это не стыдно, что мягкость – это недостаток, что любить – это высшее проявление искусства. И многие его фанаты чувствуют себя принятыми именно потому, что их кумир тоже проходит через то же самое. В итоге не существует одного единственного ответа, почему Тихона так любят. Он редкое сочетание настоящего очарования, голоса, который греет душу, красоты, которая не отталкивает, характера, который успокаивает, доброты, которая не притворяется, художественной глубины и искренней связи с людьми, которых он называет своей семьей. Он редкая звезда, которая сияет, но при этом остается удивительно близкой. История Ким Тихона — это не история о славе, не о наградах, числах и рекордах. Это история о человеке, чье присутствие способно менять настроение миллионов. Человеке, который не просто развлекает, он поддерживает. Он не только сияет, он согревает. Его не просто знают, его искренне любят. Он показал нам, что сила не всегда громкая. Иногда сила — это мягкость, улыбка, которая успокаивает, взгляд, который говорит без слов, короткая фраза, благодаря которой человек чувствует себя увиденным и значимым. Он доказал, что быть нежным — это мужество, быть собой — это сила, а любить искренне — это высшее проявление искусства. Для многих Тихон не просто идол, он дом, причина улыбнуться в трудный день, голос, который заполняет пустое пространство, свет, который не меркнет, даже если мир крутится слишком быстро. И за всем этим стоит сердце, которое остается неизменно теплым и искренним. И, возможно, именно поэтому его так любят, потому что он никогда не пытался быть особенным, он просто был собой. А быть собой оказалось намного прекраснее, чем все, что можно было придумать. И когда эта история подходит к концу, одно ясно – любовь к Тихону не угасает. Она рождается из искренности, из комфорта, из маленьких чудес, которые он несет в каждый свой шаг. И пока он остается таким же теплым и настоящим, мир всегда будет находить тысячи причин любить его снова и снова.